Здравствуйте. Сегодня первая серьезная работа. Мы отправляемся в наш путь, желая понять то, как судьба действует в нашей жизни, желая обрести реальный опыт взаимодействия с ней, изменения ее. Сегодняшняя наша тема — методы влияния на будущее. Уж чего-чего, а эта тема, кто-то скажет, достаточно хорошо исследована в современной психологии. Если бы. Сегодня мы будем изучать самые фундаментальные принципы, на которых должны строиться все эти методики. К сожалению, так получилось, что современная психологическая наука не очень четко сознает вот эти основы этой работы с своим будущим. Поэтому, к сожалению, иногда у различных авторов есть какие-то методы, методики, которые, с одной стороны, дают практически хороший результат, изменяют нашу жизнь, но, с другой стороны, они на внутреннем плане разрушают нашу личность. Сегодня наша задача понять вот эти принципы безопасности управления своим будущим. Как это должно делаться правильно. И также наша с вами задача сегодня — открыть некие основы метода, который позволит нам преодолевать практически любые ограничения, которые могут быть в нашей жизни. Вам может казаться все это удивительно. Я хочу вам сказать, что мне также кажется все это удивительно. Так или иначе, я приглашаю вас в сегодняшнее занятие. В нем будут разные упражнения. Пожалуйста, делайте их реально. Потому что то знание, которое будет даваться сегодня, оно может быть понято лишь на уровне внутреннего опыта. Если вы пытаетесь, как сторонний наблюдатель, понять все то, что будет даваться, вы потеряетесь. Вы отстанете от нашей группы. Мне бы очень это не хотелось. Поэтому включайтесь и будьте серьезными. Тема тренинга «Метод влияния на будущее». Сегодня мы хотим очень хорошо понять, какие законы действуют в этой сфере, какие ошибки делают современные психологи практики в этой сфере и к чему эти ошибки могут привести. И нас интересует в итоге всего этого разбора понимание вот этого экологичного метода влияния на свою собственную жизнь. В итоге сегодняшнего материала мы хотим получить вот этот опыт. Как же на самом деле грамотно работать со своей собственной жизнью, со своей собственной судьбой. Таков план на сегодняшнюю встречу. У меня на консультации был недавно один очень интересный случай. Пришла на тренинг, даже не на консультацию, она пришла на тренинг. Девушка, ей около 35 лет была, молодая женщина. Послушайте внимательно ее историю. Итак, она прочитала о методе Сильвы. Есть такой метод сейчас, один из методов влияния на будущее. Я не знаю, может быть, многие из вас знакомились с этой методикой. Интересная методика. Вот. И ее очень вдохновили все те возможности, которые описывались в этих книгах. И она стала с этим работать. У нее была одна мечта. Она хотела американский джип. Ну, просто вот у нее желание было такое. Американский джип хочу, и все. Ее вдохновили все эти возможности, которые описывались в этих книгах, эти примеры, которые там давались, опыт разных людей. И вот она берет эту методологию и начинает сама самостоятельно работать. Через 7 месяцев в ее жизнь въезжает большой американский джип. Это реальный случай, я вам описываю. Из моей личной практики. Это по поводу того, что все эти методы, они работают реально. Мы не должны в этом сомневаться. Но ее настрой был настолько сильным, вот эта вот концентрация ментальная, работа с ментальной энергией, была настолько сильной, что через 1,5 месяца она получила еще один джип. Она уже не хотела этого, ну просто само собой, это же, понимаете, волна пошла некая. И через 1,5 месяца после этого второго джипа она приходит ко мне на тренинг в полностью разрушенном состоянии. Депрессивном и полностью разрушенном состоянием и говорит, что мне делать. У нее все валится из рук, у нее куча долгов, которые она не может отдать. И вот вся, знаете, ситуация как будто рухнула вот так вот на нее. Итак, это некий пример того, что может быть.
Сфера управления будущим – это очень тонкая сфера. Сейчас психологи очень лихо на самом деле пытаются взаимодействовать с этой сферой. Но на самом деле никто толком не понимает, какие законы за этим стоят. Почему? Потому что если вы внимательно почитаете эти книги, вы обнаружите следующий факт. Что самые разные авторы, они формулируют методы влияния на будущее. Вот этот автор нашел такой нюанс. Вот у этого автора такое, знаете, вот это ноу-хау, он использует такой-то прием, и становится это еще более эффективным на самом деле. А третий автор открывает еще вот здесь что-то и говорит, что еще более эффективно будет. Но ни один из этих авторов не задал вопрос, а почему все вот это вот мышление, позитивное так называемое, когда я концентрируюсь на своих желаниях, а почему это срабатывает? Все только эксплуатируют этот закон, заметьте. Но никто не задал вопрос, а почему это работает? А потому что задавать-то? Думай и богатей, как написал Наполеон Хилл в названии своей знаменитой книги. Что думать-то? Вернее, что размышлять? Нужно думать и богатеть. Нужно сконцентрироваться просто. Потому что он в руки идет. Что ж тут задумываться-то? Вы знаете, например, вот ситуацию по поводу... Это другой такой пример, тоже из сферы науки, из сферы нашей с вами, к сожалению, уже повседневной жизни, что есть так называемые вот эти генетические продукты, которые мы с вами едим, на самом деле, повсеместно. Мы даже не знаем этого. Но вы знаете, что до сих пор нет ни одного серьезного исследования по поводу того, что будет с генетикой человека через несколько поколений, вот после того, как кто-то принимает такие продукты. Ни одного исследования. И есть некие факты, очень такие ужасающие, на самом деле, что может быть. Ну и так далее. Так или иначе, мы с вами ставим некий большой вопрос. И мы с вами должны сегодня с самого начала вот этого очень важного разговора, потому что это всех интересует, эта тема, написать вот это понятие, которое мы с вами ввели уже вчера, но тем не менее, давайте к нему вернемся. Итак, экология успеха. Если мы с вами действительно хотим разумно относиться к своей жизни, мы должны не просто стремиться к успеху, а мы должны достигать его грамотно, не нарушая законов мироздания. Вот, собственно, что нас интересует. Это вот основной материал, с которым мы работаем на протяжении всего этого тренинга. Законы судьбы. Как добиваться того, чего я хочу в жизни, но грамотно, экологично, не нарушая никаких тонких законов, которые существуют в мире. Поэтому вот эту тему сегодня, метод изменения будущего или метод влияния на будущее, мы будем разбирать вот с этой платформы. Скажите, пожалуйста, интересует ли вас успех, которого вы добиваетесь, но после этого рушится вся ваша жизнь? Интересует ли вас богатство, которое вы получаете, но взамен этого разрушаются ваши семейные отношения, возникают серьезные проблемы в здоровье и так далее? Интересует ли вас такой успех? Ну какой разумный человек этого хочет? Но тем не менее, люди почему-то так неосознанно подходят вот к этому материалу. Поэтому давайте с самого начала серьезно настроимся и постараемся сегодня разобраться. Вчера я говорил о том, что методология нашей работы, она построена на двух основах. Первое – это современная профессиональная психология. Мы будем использовать разные методы, практики, мы будем активно включать этот материал. Второе – это некое фундаментальное знание о строении Вселенной, о тонких законах реальности. Потому что хотим мы с вами или нет, но мы живем в этих законах. У Лазарева, кстати говоря, очень интересный пример есть. Вот я думаю, многие из вас, может быть, читают его книги. Какая уже, по-моему, 13-я по счету сейчас вышла. И у него есть один очень интересный пример. Я его вкратце сейчас расскажу. Где-то в одной из первых книг, или во второй, или даже, по-моему, в первой он его упоминает. Итак, он мощный сенсорик, то есть очень чувствительный человек, который фиксирует тонкую реальность. То есть он диагностирует судьбу, просто вот наблюдая тонкое поле человека. На самом деле вся наша судьба, она вот в этом тонком пространстве рядом с нами. И если есть какая-то чувствительность, то можно сразу это понимать, что это такое, считывать буквально информацию. У него есть такие способности, и он с ними работает. Итак, он ставит один очень интересный эксперимент. Он
в своем воображении думает о неком кармическом нарушении, которое совершает человек, и берет срез времени примерно 200 лет назад. Вот примерно 200 лет назад человек делает такой-то кармический проступок. И на тонком уровне он фиксирует, что человек вот получает такую-то реакцию негативную за этот свой проступок. Далее, он берет срез времени 150 лет назад. И тоже некий вот этот ментальный эксперимент, он ставит его внутри себя. Человек совершает тот же самый проступок, и интересно, какую реакцию он получит. И он видит, идет незначительное усиление реакции. Просто как экспериментатор, как такой исследователь, он замечает это. 100 лет назад, срез времени, человек совершает некий тот же самый проступок, но получает реакцию уже намного сильнее, чем в предыдущих двух случаях. Любопытно. 50 лет назад, все ближе к настоящему, тот же самый проступок, и реакция в несколько раз сильнее, чем предыдущая. 10 лет назад, тот же самый проступок, в несколько десятков раз реакция сильнее. В физике есть такое понятие экспонента. Вот если кто-то из вас изучал физику или чем-то подобным занимается в жизни, то закон экспоненты — это закон примерно вот такого рода. Понимаете? То есть сначала идет постепенное увеличение. Здесь были совсем маленькие величины. Но чем ближе мы приближаемся вот к этой точке настоящего, тем вот эта кривая начинает взлетать, экспонента. И вот смотрите, здесь уже вот такая величина, а здесь уже вот такая величина. Во много-много раз больше, чем здесь. И Лазарев пишет в своей книге, что мы живем в какое-то особое время, когда вот эти кармические реакции за наши неверные действия в реальности, они очень сильны, они намного сильнее, чем то, что было раньше. Вот это свойство некого энергетического перехода, смены эпох, в которых мы с вами сейчас находимся. И это на самом деле некая наша ответственность сегодня. Мы должны быть очень ответственны за то, что делаем в этом мире. Потому что, еще раз, идет нарастание реакций за наши какие-то неверные действия. И обратите внимание, шквал каких-то новых болезней. Что происходит с Землей, с планетой? Ее трясут землетрясения, извержения вулканов, какие-то тайфуны, войны, которые буквально опоясали уже Землю. Это все на самом деле кармические реакции, которые копит человечество, не сознавая, что происходит. Итак, мы с вами вступаем в 3-е тысячелетие. Мы с вами люди 3-го тысячелетия. И мы с вами должны учиться. Мы должны учиться тому, как быть не просто жителем вот этой семьи, или жителем этого города, или даже жителем этой страны России, и даже жителем этой планеты. Нет. Мы с вами должны учиться, как быть жителем этой Вселенной. Понимаете? Вот это задача новой эпохи. А кому-то из вас может показаться этот разговор слишком высоким, но мы сейчас с вами сделаем его предельно конкретным, работая со своей жизнью, со своей судьбой, с теми задачами, которые мы хотим решать в своем быте. Хотим мы с вами или нет, но мы с вами жители Вселенной, понимаете? И мы живем в законах Вселенной. Давайте учиться. В общем, мы с вами открываем один очень древний текст. Этот текст был записан примерно 5000 лет назад. Записан только. Но на самом деле возраст этого текста намного больше. Есть такое понятие сампрадая или парампара. Это известно в разных эзотерических традициях. Или цепь ученической преемственности, когда знание передается от учителя к ученику. Так вот, этот текст передавался тысячи и тысячи лет по цепи ученической преемственности, и 5000 лет назад он был просто записан. Название этого текста Шри Ишупанишад. Так, ученым известно, что есть 108 Упанишад. Это 108 философских текстов, которые оставили мудрецы.
И разными исследователями признается, что самое главное Упанишада — это Шри Иша Упанишад. Итак, мы берем древний санскритский трактат, в котором дается описание фундаментальных законов жизни. И сейчас мы прочитаем одну мантру из этого трактата, постараемся ее понять, и дальше наша с вами задача будет состоять в том, чтобы практически применить это знание. Итак, это 8-я мантра Шри Иша Упанишад. В ней дается описание абсолютной истины. Да, вот нужно все всерьез, понимаете? Потому что в своей жизни не нужно экспериментировать. Нужно очень хорошо понять ситуацию, в которой мы находимся, и только потом действовать. А иначе то, что было описано чуть раньше. Итак, описание абсолютной истины мудрец формулирует. Все мироздание, все его законы, они исходят из абсолютной истины. И здесь в этой мантре описываются наши взаимоотношения с абсолютной истиной, а вернее дается характеристика абсолютной истины. Я просто зачитаю, и чтобы сразу вас успокоить, я скажу, что я не буду читать на санскрите. Я буду читать в переводе. Но ваша задача постараться понять, какие из даваемых характеристик, на ваш взгляд, являются самыми важными. Итак, 8-я мантра Шри Иша Упанишад. Такой человек. Возможно, даже в этой мантре говорится о людях, которые интересуются понять жизнь более глубоко, а не просто пытаются схематично действовать. Я думаю, вот это обращение «такой человек», оно относится к участникам этого курса. Поэтому соотнесите это, пожалуйста, с собой. Такой человек должен постичь истинную природу величайшего из всех, Верховного Господа, бестелесного, всеведущего, безупречного, не имеющего вен, чистого и неоскверненного, самодостаточного философа, того, кто с незапамятных времен исполняет желания каждого. Здесь давались разные характеристики абсолютной истины. Все эти характеристики важны, но, безусловно, самое важное то, что упоминается в конце. Тот, кто с незапамятных времен исполняет желания каждого. Почему? Потому что в этой фразе выражен закон изначальной божественной любви, что мы все с вами не брошены в этом мире, а есть вот эта вечная связь, это вечное руководство и опека. Тот, кто с незапамятных времен исполняет желания каждого. Так или иначе, вот этот изначальный закон божественной любви, вот, собственно, то, что здесь описано. Это самая главная характеристика высшего начала мироздания. Вот о чем говорит мудрец. И вот теперь давайте вернемся к современной психологии. Скажите, пожалуйста, а как вам кажется, а почему все вот эти методы работы с ментальной энергией или с позитивным мышлением, аффирмации и все остальное, которые описали современные психологи, почему они работают? Потому что есть изначальный закон, понимаете? Есть высшее начало мироздания, которое реагирует на наши желания. И вот в силу того, что эта связь есть, вот с этим можно работать. А если бы ее не было, то с чем бы вы стали работать? Высшее начало мироздания и есть мы с вами. Есть разные живые существа. Так еще раз, мудрец описывает, что каждое живое существо находится в этих вечных связях с высшей истиной. Закон высшей божественной любви. Мы не одиноки с вами в этом мире, и есть внимание к нам личное. И вот теперь, когда мы с вами провозгласили это одну из самых высших философских истин, давайте разбирать то, как она может быть применена в нашей жизни. Нас это интересует прежде всего. Философия — это просто фундамент понимания, но этот фундамент, эту основу нужно еще правильно применить. Итак, в Гарварде в свое время был сделан один очень интересный эксперимент.
Лет 30 назад он начался. Когда ученые, социологи и психологи, они сделали опрос всего выпуска Гарвардского университета. И там на самом деле был всего лишь один вопрос, на который предлагалось студентам, выпускникам ответить. Вопрос был следующий. Вы сейчас заканчиваете один из лучших университетов мира. Перед вами вся ваша жизнь. Вы получили элитное образование. Что вы хотите от жизни? Просто опишите это. Сформулируйте свои ожидания от жизни. Ничего более. Только такой вот вопрос. Анкеты были собраны. Через 30 лет эксперимент был продолжен. Когда ученые нашли каждого из этих людей, кого-то там уже в живых не было, всякое бывает в этом мире, но большинством они еще существовали. Были найдены все. И был сделан анализ того, что эти люди имеют в жизни. И как вам кажется, что же они обнаружили? Одну очень интересную вещь. Что те выпускники, которые очень точно, очень конкретно сформулировали, что же они хотят, их было всего 5% на самом деле. Вот среди всей массы всего лишь 5% людей мыслили вот таким вот конкретным образом. Вот мои планы такие-то, мое видение такое, как это случится, и такие-то шаги я предприму для этого. Конкретное видение своего будущего. Через 30 лет вот эти 5% людей, анализ в данном случае американских ученых шел по шкале долларов. Американцы все, они чокнуты на долларе, поэтому шел вот анализ по количеству долларов, которые были у людей. Но так или иначе, это не так важно в нашем случае. Вот эти 5%, они имели совокупный доход в несколько десятков раз больше, чем все остальные вместе взятые. Как вам кажется, о чем это говорит? Ваше понимание. Он с выполняет желание каждого. Но если я сама не знаю, чего я хочу, что же он исполнит? Окей. Очень важный момент. Сейчас мы его будем раскручивать дальше. Еще? Итак, вновь мы обращаемся к тому, что нужен еще наш контакт с энергией желания. Не просто что-то там само носится, а нужна вот эта культура взаимодействия с своими желаниями. Еще ваше понимание? Я думаю, что кроме желаний, которые они записали для высшей истины, они и сами чего-то добивались конкретно. И поэтому, когда человек бьет в одну точку, добивает своей цели, он обязательно добьется. Хорошо, спасибо. Итак, давайте обратим внимание на эту фактуру нашей с вами жизни. Вот эти вот мысли и желания, которые мы носим в себе, это некая очень важная составляющая нашей судьбы. Потому что мир не безлик. И есть некое начало, которое реагирует на эти желания, которые мы носим в себе. Поэтому в этом состоит наша очень большая ответственность. Люди все время говорят о какой-то ответственности, каких-то обязанностях в жизни. Но на самом деле один из самых наших главных долгов и обязанностей – это обязанность следить за тем, что происходит здесь, в нашем уме, какие желания там возникают. Потому что, знаете, на одном курсе один человек рассказал мне свою историю. Я ее сейчас перескажу. История была очень интересная. Он внимательно слушал курс. И потом при нашей личной встрече он мне рассказал свою историю. Он мне сказал, я всю жизнь, ему где-то было около 40 лет, всю свою жизнь я думал об одном эпизоде, почему он со мной произошел. И потом он мне стал рассказывать свою биографию. Ты знаешь, когда я родился, я был такой мягкий, не приспособленный ни к чему ребенок, просто какой-то такой интеллигентный ребенок. Знаете, бывают такие дети, которые вот как-то вот они вот такие все, немножко невесомые. И его мать, видя эти его качества, безусловно, желая ему добра, она все время твердила ему в детстве: ты должен быть жестоким, потому что в жизни иногда нужно постоять за себя, ты должен осваивать эти качества, ты должен уметь постоять за себя, ты должен быть жестким, жестоким, учись жизни. Постоянно он слышал на протяжении всего своего детства вот эти вот такие фразы своей матери. Дальше его жизнь разворачивается следующим образом. Он поступает в университет и идет по комсомольской линии. Это было еще советское время. Он становится комсоргом университета, и когда он заканчивает университет, он получает распределение.
Он становится начальником уголовного розыска одного из районов города, в котором он живет. Советская система, там все на самом деле совершалось по этим направлениям. Он получает вот это назначение. Потом он мне говорит, 8 лет я провел в мире насилия. Я ездил на задержание преступников, я крутил им руки, я вел допросы, и все время у меня в голове была мысль, почему я оказался в этой ситуации. Вся его натура, она бунтовала против вот такой жизни. Но он это делал 8 лет. Через 8 лет его спихнули. Ну, как там, подставил его кто-то, в общем, его спихнули, другого человека. Я понял, почему это со мной произошло, сказал он. Как вам кажется, почему? Мать виновата все-таки. Дамы и господа, я хочу обратить ваше внимание вот на эту реальность нашей личности. Психологи объясняют нам это очень подробно, что наш внутренний мир состоит из двух как бы сфер. Итак, есть сфера сознания или сфера сознательного опыта. Это более такая корректная формулировка. Сознательный опыт, то, что я осознаю. Я осознаю, скажем, что я хочу, например, да? Какие у меня желания. Вот сфера сознательного опыта. Подсознание. Или сфера, опять это более корректная формулировка, подсознательного. Подсознательный опыт. Вот это здесь. И некая граница. И теперь на что я хочу обратить ваше внимание. Вот для этого источника всего сущего, о котором говорит мудрец, особой разницы нету. Мы с вами хотим чего-то здесь. У нас есть какое-то убеждение, я достоин чего-то. То просто высшее начало реагирует на эти наши желания. Это то, почему вот эти методики психологические, они работают. Мы формулируем какое-то новое убеждение, мы носим эту аффирмацию в себе, и вот эта сила, она начинает действовать в нашей жизни. Но очень важно понять, что у нас есть подсознательный опыт. Некие наши страхи неосознанные, некие наши неосознанные убеждения и все прочее. Например, у этого человека, о котором я рассказал, какое неосознанное убеждение было внутри него? Я должен быть жестоким. Некая неосознанность. Когда человек, знаете, есть некая внутренняя установка, каким он должен быть в мире. Неосознанное убеждение. И что же случается в его жизни, когда вот это неосознанное убеждение, его некое подсознательное представление о самом себе, каким я должен быть, оно начинает также прорастать. Понимаете? И возникает вот уже эпизод судьбы здесь. Вот этот 8-летний, о котором мы с вами сказали. Так или иначе, мы должны очень хорошо понять, что нам нужно делать эту проверку. Кто я и что я ношу в себе. Поэтому несколько домашних заданий. Давайте начинать работать. Вы берете листочек бумаги, вы берете ручку и просто начинаете писать все свои желания, которые приходят вам в голову. Все то, что вы хотите, вы просто выписываете. Вы не критикуете себя, вы не думаете о том, исполнимо это или неисполнимо. Вы просто выписываете все. Одному своему клиенту я дал такое задание, он мне через пару дней позвонил и сказал, я выполнил его. Чтобы проверить, насколько хорошо он выполнил это задание, я спросил его, сколько их. Он очень торжественно сказал мне по телефону. 64. Итак, их может быть достаточно много. Пожалуйста. Не сдерживайте себя ни в чем, просто запишите это. Это первая часть домашнего задания. Вторая часть. Это то, что я попросил дальше этого своего клиента. Я ему сказал, очень хорошо.
Я чувствую, что действительно очень грамотная работа была сделана, очень ты ответственно подошел к этому заданию. Теперь просмотри весь этот список и проверь его на предмет, какие из этих желаний являются твоими собственными. Он мне звонит через 2 часа. Вот я вижу такие недоуменные лица уже в зале, что значит собственные, они все мои, и все 64. Ну, в общем, он позвонил через 2 часа и сказал таким несколько изменившимся голосом: я сделал это. Я спросил, сколько? И он мне сказал: 4. Так или иначе, мы носим с вами в себе очень большой набор разных правил и убеждений, которые не являются нашими. Это убеждения наших родителей, это представление каких-то наших учителей о том, какими мы должны быть в жизни, наших каких-то друзей. Реклама вошла в наш внутренний мир, и поэтому хочется уже что-то сделать в связи с этим и все прочее. Пожалуйста, сделайте проверку своего «я». Я просто хочу еще раз обратить внимание, что мы с вами находимся в очень ответственной ситуации. Есть высшее начало мироздания, которое реагирует на то, что мы носим в себе. Есть одна такая очень хорошая восточная история о муле на средине. Я хочу ее рассказать. Она может проиллюстрировать то, зачем вот это домашнее задание давалось вам сейчас. Итак, мула Насреддин умирал. Смерть – обычное событие этой жизни. И мула, который прожил долгую жизнь, у него было множество учеников, и он был известен очень широко на Востоке, умирал. Он лежал на смертном одре. К нему подошли люди и спросили его: «Мула, если бы ты прожил жизнь заново, то что бы ты изменил?» Мула глубокомысленно закатил глаза и через некоторое время, продержав напряжение аудиторию, открыл их и сказал: «Когда я был маленький, мой отец все время заставлял меня расчесывать волосы на прямой пробор. Но посмотрите, какие у меня волосы, они кучерявые. У меня никогда этого не получалось, но я всю жизнь пытался это делать. И если бы мне пришлось жить заново, я никогда бы не стал расчесывать волосы на прямой пробор». Итак, пожалуйста, поймите эту ответственность за свою жизнь. У нас жизнь, нам она дается, и нужно правильно ее реализовать, нужно иметь правильные желания здесь. Итак, сделайте эту проверку внутри себя, и, пожалуйста, к следующей нашей встрече принесите этот материал, мы будем делать дальнейший его анализ. В психологии есть еще один очень интересный эксперимент, который тоже мне сейчас вспоминается. Он был где-то на рубеже 70-х годов сделан, когда психологи приглашали в лабораторию успешных людей. Их интересовало, при помощи каких внутренних качеств они добивались успеха в жизни. Это были очень известные спортсмены, политики, бизнесмены, успешные какие-то домохозяйки и все прочее. Но что обнаружили психологи? Они обнаружили, что у всех этих людей есть одни и те же внутренние некие навыки. И один из самых важных, который был универсальный у всех у них, это был навык следующий. Все эти люди, которые добивались какого-то большого успеха в жизни, они мыслили категориями целей. Не категориями, чего я не хочу, понимаете? Или категориями, как бы сохранить то, что я имею. А в чем я как личность хочу реализоваться? Какие задачи я для себя ставлю? Вот они обнаружили, что все успешные люди, у них был вот такой менталитет. Поэтому, пожалуйста, давайте этому учиться. Но еще раз, чтобы вся эта работа стала экологичной и безопасной для нашей с вами жизни, нужно сделать эту проверку. Это некий первый шаг, который мы делаем. Я хотел бы дать вам некую формулу сверхуспеха. Итак, это формула лидера. Человек, который действительно хочет реализовать полностью себя в жизни, а не просто приспосабливается к ней. Если вы внимательно почитаете биографии различных известных людей, то у всех этих людей вы обнаружите, что у них существует
некое единство между 4 уровнями личности. К этим уровням личности мы подойдем дальше. У нас будет материал, где мы очень подробно будем это описывать, чтобы понять, как все это работает. Но сейчас давайте первое опять приближение. Первый уровень. Эти люди очень хорошо отдавали себе отчет, что они хотели. Иначе говоря, это уровень желания. Они очень хорошо сознавали свои желания и имели эту смелость, на самом деле, принимать эти желания, а не просто их отвергать себе. Второе, что у них было, они обдумывали эти желания. То есть они тратили свою ментальную энергию на это размышление, что это желание означает, как я могу его реализовать, каковы способы здесь существуют, каковы возможности и все прочее. Итак, это сфера обдумывания. Это вторая сфера. Второй уровень проявления вот этой силы. Третий уровень. Что это такое? Это уровень речи. Я не просто ношу это в себе и мечтаю о чем-то. Манилов, на самом деле, один из персонажей Гоголя, кажется, да? Занимался такими вещами. Он строил там какие-то хрустальные мосты до Петербурга, по-моему, от того места, в котором он жил и все прочее. Но что такое речь? Речь – это означает, что я выхожу в социум. И я начинаю взаимодействовать с социумом. Я начинаю искать возможности в самом социуме, не просто в своем уме. Я начинаю общаться с разными людьми, спрашивать, уточнять, нахожу себе каких-то партнеров, или как это называется, не партнеров, такой, как это слово? Единомышленников, да, совершенно верно. То есть я проявляю эту активность в социуме. Я ищу возможности. Это сфера реального поведения. Обратите внимание, вот мы выходим уже на этот слой. И, наконец, четвертое, что это за 4-й уровень? Это действие, это поступок. Действие, поступок. Я не просто это обсуждаю и ищу, я начинаю прилагать конкретные усилия, я сосредотачиваюсь. Итак, это формула сверхуспеха. Она может казаться вам несколько примитивной, но обратите внимание. Если вы проанализируете, может быть, самих себя, то что мы с вами можем обнаружить? Ну, по крайней мере, в 95% случаев, как минимум. Что мы вообще не задумываемся над тем, что я как личность хочу. Мы просто функционируем в социуме. Разве это не так? Мы функционируем в бизнесе, куда мы попались. Мы функционируем в семье, которая случилась. Ну, просто у нас день, знаете, вот как роботы мы так делаем что-то, исполняем некий заказ кого-то. И мы даже боимся подумать о том, что я как личность, понимаете, как личность хочу в этом мире. В чем мое «я» может быть реализовано. Итак, вот что мы замечаем относительно этого уровня. Что касается уровня обдумывания, то здесь мечется в нашей голове ох, сколько всего. Мы обдумываем кроссворды, мы обдумываем сплетни, которые услышали, кино, которое мы посмотрели, то, что мы прочитали в газетах и все остальное. Мы бесконечно тратим свою ментальную энергию вот на это рассеивание. Это вторая наша реальность, которую мы можем заметить здесь. Третий уровень. А говорим мы вообще непонятно о чем. Мы думаем об одном, а говорим о третьем. Когда говорим, думаем при этом о своем еще о чем-то. Мы полностью противоречивы. Разве не так? У нас все время вот эти сплошные противоречия. Вы не замечали? Вы общаетесь с человеком, и вдруг ловите себя на мысли, что вы вообще не слышали, что он вам говорил. Потому что у вас когда-то мысль пошла куда-то в свою сторону. Там. Такой разорванный ум, который сам живет какой-то своей собственной жизнью. Что касается действий, то это уж как придется и как получится. В основном мы реагируем на жизнь, у нас реактивное поведение. Мы не утверждаем, мы не лидеры, мы просто затыкаем дыры. Так или иначе, мы видим полную рассогласованность всех этих уровней нашей обычной повседневной жизни. В психологии эта ситуация называется одним очень интересным образом.
Хочу вас поздравить с шизофренией. Это разорванная личность, личность нецелостная. Если мы хотим чего-то добиться в жизни, найдите вот это единство. Итак, еще раз. Понять, что я как личность хочу, свои глубинные личностные желания, обдумывать это, а не просто рассеивать свою энергию во все стороны. Третье – искать возможности в реальном мире. И четвертое – совершать поступки в этом направлении, а не в каком-то другом. Это формула сверхуспеха. Мы с вами добьемся в жизни ровно настолько, насколько мы следуем вот этой формуле. На самом деле знание очень очевидное и простое, но нужно просто принять эту простоту и сделать ее своим реальным опытом. Иначе говоря, работать с собой, чтобы это знание утвердить в себе, а не просто узнать его и забыть тут же. Итак, просто отдельные фрагменты вот того, с чем мы работали. Что для вас было важно, с каким материалом мы работали, с каким материалом мы взаимодействовали. Давайте соберем это все, пожалуйста. Для меня было важно открытие. Порой мы действительно сами не знаем, чего мы хотим, и при этом мы начинаем жаловаться, что у нас ничего не получается. Итак, очень интересный диагноз. У нас ничего не получается, это то, что мы фиксируем, но при этом мы не знаем даже, чего мы хотим. У меня был один очень интересный пример, я буду немножко комментировать. Одна женщина на одном тренинге вдруг закричала, буквально она закричала среди зала: «Я поняла, почему у него нет денег». Конечно, я ее спросил, почему у него нет денег. Она говорила о своем муже, как потом выяснилось. Оказалось, что когда она училась в вузе, она все время мечтала, чтобы ее муж был инженером. Это было престижно в свое время, чтобы мужья были инженерами. И вот она мечтала, что вот муж был обязательно инженером. Инженера хочу. Ну, в общем, короче говоря, она вышла замуж за инженера. Ну, и хорошие отношения, но никогда особых денег у него не водилось. И вот вдруг ей приходит это понимание, так что она даже не выдержала и вот закричала посреди зала. Она вдруг поняла, что она все время хотела инженера, но никогда не думала о том, что у него должны быть деньги. Поэтому, пожалуйста, будьте ответственными в том, что вы хотите в этом мире. Да. Что еще для вас было важно? Важно, что чаще всего люди говорят то, что они не хотят, но они точно не знают, что они хотят. То есть идет функционирование человека от слова «нет» и от «нет». Нужно очень серьезно поговорить со своим подсознанием, достать оттуда то, что действительно наши желания настоящие, они там. Спасибо. Хорошо, спасибо. Итак, вот такой момент. Еще? Еще. Просто материал мы вспоминаем, то есть верните его, пожалуйста, мне. Для меня важно было то, что правда наши желания исполняются. Микрофон говорите. Воспитательный процесс, что ты думаешь, ты хочешь? Нет. К жизни надо приспосабливаться. Вот смотри, как другие живут. Ну вот в процессе воспитания. А здесь для меня открытие, то, что я могу иметь свои желания. Именно мои. И они будут исполняться. Еще есть кто-то, вот такой вот, который еще их исполняет. Это очень важно для меня. Окей, спасибо. Итак, смотрите, кто-то начинает фундаментальнейшим образом преодолевать качество неуверенности, которое несет по жизни. Потому что на самом деле вы говорили сейчас про это, насколько я понял. Многие из нас это имеют, потому что у нас есть подсознательная эта установка, что мы просто, понимаете, должны работать как роботы и иметь то, что имеем. Но вот мы обнаруживаем, что есть некий вечный закон мироздания, есть вечная личность «Я», и оно имеет вечные отношения с высшим началом. И это высшее начало внимательно, персонально по отношению к этому «Я». Итак, если вы просто эту медитацию чуть глубже внутрь себя впустите, очень многие проблемы могут уйти уже из этого. Но мы сейчас не будем уточнять это дальше. Хорошо, спасибо. Каждый берет то, что готов взять в этой программе. Еще, пожалуйста, с чем мы еще работали здесь? Пожалуйста, какие-то моменты. Я живу не здесь и сейчас. Я не живу сознанием. Я живу где-то подсознанием. И очень тяжело оттуда вернуться на землю. Иногда бывает дискомфорт очень сильный. Но я хотел бы просить вас чуть больше конкретики. Что значит «я живу в подсознании»? То есть как вы это понимаете? Опыт прошлого очень сильно действует. Стресс.
Окей. Итак, мы замечаем, что в наш внутренний мир входит что-то, какие-то впечатления, и они настолько сильные, что мы все время сидим там. Но еще раз, мы должны понять, что это все может меняться. Это зависит от вашей работы с собой. От того, насколько вы это осознаете, и насколько вы открываете себя к новым вещам, к новой реальности. Что такое открываться к новой реальности? Сейчас чуть позже мы сделаем несколько практических упражнений. Спасибо. Некий очень важный момент. Мы должны понять, что наше настоящее – это следствие нашего прошлого. А что такое наше будущее? Это вот то, что вы делаете в настоящем. И если в настоящем вы живете в категориях прошлого опыта, своих прошлых убеждений, то ваше будущее будет продолжением вашего прошлого. Итак, у нас есть этот удивительный миг между прошлым и будущим. И именно он называется жизнь. И этот миг настоящего. И вот здесь есть наша свобода. И мы, собственно, с вами на этом тренинге учимся тому, как грамотно использовать свою свободу в этом мире. Хорошо, спасибо. Еще, что для вас было важно? Угу. Для себя я выяснила вот из того, что было сказано, что нужно быть очень осторожными со своими словами, которые обращены к нашим детям. Одна фраза могла изменить жизнь вот того человека, о котором вы говорили, всю его жизнь. Если бы его мать говорила, ты должен быть сильным, не жестоким, а сильным, могла изменить всю его жизнь. Итак, некая очень важная тема родительства. На самом деле родители транслируют детям свой опыт. Это происходит именно так. И если мы не понимаем, что это происходит, то это будет все равно происходить. Но если мы это понимаем, мы должны быть очень ответственны в том, что мы даем своим детям и как мы их воспитываем. Угу. Хорошо, спасибо. Это некий очень важный момент тоже сегодняшнего первой половины нашего разговора. Угу. Мне интересно, знаете, как осознал, вернее, прямо сегодня произошел случай такой, там, где, отойдите, пожалуйста, вот там, где желания мы говорили, да, мои желания, где 64, а потом оказалось 4, вот навязанные или не навязанные. Вот ситуация у меня сегодня такая происходила, что у меня было сначала одно, потом пришла другая информация от другого человека, у меня появилось другое желание, и оно подвигло к другим действиям, на которые понадобилось очень много сил, и беготни, и все такое. Вот как различить свои и не свои желания? А это интересный вопрос. Сейчас мы к нему приступим как раз. Хорошо, спасибо. Еще. Тот материал, который уже давался, что было, что еще не было сказано, пожалуйста, кто-то может вспомнить? Могу напомнить формулу сверхуспеха. Да. Подумать о своих желаниях, то есть понять, что ты желаешь, все это внимательно обдумать, пообщаться с людьми, которые в этом вопросе следующие, и начать действовать в этом направлении. Вот этот человек говорит очень... А еще надо мыслить категориями целей. Вот. Вы замечаете, как эта девушка говорит? Она говорит очень спокойно и уверенно об этом. Это означает, что она этому следует. Это означает, я могу с большой степенью вероятности предположить, что у вас очень много в жизни удается. Понимаете, на самом деле наша судьба, она очень очевидна. Достаточно просто немножко поговорить с человеком, вот просто понять его ментальные сценарии, и сразу все его реальность уже очевидна. Еще и еще раз, наша с вами жизнь начинается из того, что внутри нас. И вот здесь точка опоры. Помните, кто это сказал? Галилей, кажется. Дайте мне точку опоры. И я переверну весь этот мир. Точка опоры находится внутри вас. Нужно научиться работать с собой. Вот здесь главный наш потенциал. Хорошо, давайте сделаем несколько очень важных упражнений. Первое, что я вас хочу попросить. Просто представьте, что никакого высшего начала мироздания не существует. Вы можете закрыть глаза, можете делать это с открытыми глазами. Это не так важно, как вам удобно. Итак, просто представьте, что никакого высшего начала мироздания не существует. Или нет ваших отношений с ним. Не так важно. Или то, или другое. Подумайте об этом. То есть это буквально означает, что вы
одни в этом мире. Просто представьте эту ситуацию, что все проблемы, которые есть у вас в жизни, вы должны решать сами. И никто не поможет, никто не даст поддержку. Вот это чувство такой вселенской брошенности, одиночества. Я один, и я один взаимодействую со всем миром. Так просто еще несколько секунд побудьте вот в этом представлении. Хорошо, останавливайтесь. Я прошу вас, запомните чувства, которые у вас были сейчас. Вторая медитация, которую мы делаем сразу, можете даже не открывать глаза. Представьте, что есть высшее начало мироздания, и оно реагирует на вас вот этой энергией любви. То есть эта сила любви, она всегда идет в вашу жизнь. Вот эта связь, вот эта поддержка, она всегда присутствует. Итак, просто представьте, что вот вы живете вот с таким пониманием, с таким осознанием, с таким опытом. Есть некая высшая сила любви, которая постоянно идет в вашу жизнь. Она дает вам руководство, защиту, поддержку. Также зафиксируйте те ощущения, которые у вас возникают, когда вы думаете о таком опыте жизни. И, пожалуйста, возвращайтесь. А вы, дорогие зрители, сделали это упражнение? Или вы просто наблюдаете, как другие люди получают опыт участия в этом тренинге? Если вы хотите действительно окунуться внутрь этого тренинга и что-то изменить в своей жизни, то вернитесь назад, перемотайте этот диск, закройте глаза и просто проделайте все это упражнение от начала и до конца. А я просто вас подожду. Теперь я хочу вас попросить просто рассказать, что вы почувствовали в первой медитации и что вы почувствовали во второй медитации. Так, микрофон, вот если нужно. В первом случае себе, знаете, как будто точка, одинокая точка, и вот хаотичное движение такое вот броуновское во Вселенной. Да, конечно, это, во-первых, я сжалась в эту точку, это тоска, это вот что-то холодное и... Так, холод, тоска, сжатие. Холод, тоска, сжатие, да. А во втором случае это, во-первых, расширение немыслимое во всю Вселенную, это солнце, это свет. Это ощущение света, это ощущение расширения, это ощущение энергии распространяющейся. Да, и это самое, то есть ощущение единства. Ощущение единства, внутренней гармонии. Спасибо. В первом случае было ощущение, когда ты стоишь, на тебя летит что-то огромное, и все твое внутреннее просто орет «нет». А потом, когда тебе говорят «успокойся, Бог есть», слава Богу, Он есть. Полное спокойствие и ощущение счастья. Итак, ощущение страха, такого разрывающего на части, и во втором случае это полное спокойствие и умиротворение. Пожалуйста, еще каких-то детальных таких, в деталях просто опишите свой внутренний опыт. Не было ни страха, ни какой-то боли, еще там не летело ничего, вот только просто устал. А потом уже стало легче, и даже, как-то, я просто в своих представлениях преодолевала какие-то препятствия и достигала цели. Мне было просто легче. И я от этого, не то что устала, а мне было бы приятнее все это делать, то же самое. Итак, в первом случае это усталость от жизни. Задумайтесь, это интересная диагностика, и очень часто мы испытываем такие чувства в жизни. Во втором случае это просто интерес, какое-то оживление такое, да, внутреннее. Хорошо, спасибо. Еще? Вот в первом случае ощущение было темноты, давления, сжатия такого, одиночества и обездвиженности. А во втором случае было мгновенное ощущение света, освобожденности, такого подъема вверх, то есть движения радостного, как расцветание, как цветок открывается. Спасибо. Да, хорошо, спасибо.
Еще, да. В первом случае какой-то был скользкий серый туман такой, и действительно какое-то нервозное состояние, а во втором просто свет и голос «вставай, давай, начинай уже идти». Так, в первом случае это некое рассеянное состояние, нет энергии. Во втором случае это некое собранное, динамичное состояние. Да? Да, хорошо, спасибо, вот там. Ну, давайте, да. В первом случае я почувствовал какую-то разорванность, то есть мир поделен на какие-то куски и холодно очень довольно-таки. А во втором случае это вот целостность, шар, тепло, огонь. Окей. Итак, некое собранное целостное состояние во втором случае. Огонь — это значит энергия, способность действия. В первом случае разобранность, отсутствие энергии. Вот что это такое? Какие-то лохмотья. Просто меня как личности нету, на самом деле. Ну, последнее, да, вот здесь. Сначала было ощущение вот враждебности вот, вокруг всего этого и какой-то внутренней концентрации, что ли, что надо как-то реагировать на вот эту враждебность и одиночество, на мир, который вокруг тебя. А потом стало как-то, знаете, как-то все на свои места. И стало понятно, что все нормально, процесс будет идти позитивный, хороший, впереди у нас все будет хорошо. Вот как-то ощущение, что все, стабильности какое-то ощущение. Так, в первом случае это тревога и внутреннее осознание, что нужно бояться всего и сражаться, защищать себя. Во втором случае это некое целостное, уверенное состояние, когда просто я чувствую эту защиту, и все. Спасибо. Сделаем небольшую диагностику. Хочу вам задать вопрос, а вы просто поднимите руку, если для вас это так. Поднимите руку, кому больше понравился первый опыт. Я вижу одного человека, по-моему, все. Поднимите руку, кому больше понравился второй опыт. Угу. И какой же вывод мы делаем из этого? Я хотел бы сделать его вместо вас на всякий случай. Мы с вами сделали самое важное сейчас. Есть то, что называется глубинные личностные представления о самом себе и своих взаимоотношениях с миром. Вот это некая исходная концепция своего «я». Кто я такой и в каких отношениях с жизнью, с мирозданием, со Вселенной я нахожусь. И мы с вами сейчас сделали работу на уровне вот этого глубинного личностного опыта. И здесь, в самой основе, может быть всего лишь две системы представлений. Одна система представлений – это система вот этой вот отъединенности, отдельности. Я один. Нет поддерживающей меня силы. Вот просто это глубинное представление о том, какой я. Второе представление, вторая система личностного опыта, когда есть подсознательная вот эта убежденность, что есть эта некая сила, которая ведет меня, защищает и руководит мной. Как Луиза Хей в одной из своих книг, она написала: «Я всю жизнь чувствовала, что есть некая сила, которая меня любит. Я все время чувствовала ее поддержку». Так вот, в зависимости от того, что вы выбираете здесь, вот в глубине своего мировоззрения, в зависимости от этой вот исходной, спонтанной медитации, у вас будут совершенно разные сценарии жизни. И вот сейчас просто задумайтесь, с каким чувством вы живете в жизни. И вот это чувство, оно относится больше к первой медитации или оно больше относится ко второй медитации? И вот я хочу вас сейчас попросить, то есть сделать некую честную диагностику себя. И поднимите руку сейчас, пожалуйста, тем, кто замечает, что в жизни вы больше живете вот с этой первой медитацией. С этой брошенности, одиночества, независимости и так далее. Угу. Хорошо, спасибо. И поднимите руку, кто замечает, что у вас больше все-таки внутренне, сама собой срабатывает вторая медитация. О, больше. Примерно 2/3 аудитории имеет правильные личностные основы. Но опять, насколько они у вас стабильные, эти основы? Или все время вы их теряете в каких-то других представлениях о том, как должно быть? Так или иначе, я хочу обратить ваше внимание вот на этот исходный выбор, который
на этот исходный выбор, который мы делаем внутри своего «я», вот здесь начинается сценарий судьбы. Вот здесь он начинает разворачиваться. Вот это семя, которое сажается, и потом оно будет просто прорастать в вашей жизни в виде тех или иных событий. А чтобы у нас было еще большее понимание, как это работает, мы сделаем сейчас еще 2 медитации. Пожалуйста, также внимательно настройтесь на самих себя. Вновь мы возвращаемся в начале этой работы к тем первым 2 медитациям. Итак, сначала просто представьте, что есть эта ситуация одиночества. Никакой поддерживающей вас силы нету. Вы одни. Просто в своем воображении представьте эту ситуацию. И сейчас мысленно, имея вот этот личностный опыт восприятия этой ситуации внутренне, подумайте о том, что будет с вами в жизни, как она развернется, если вы будете все время жить вот с этим представлением о самом себе. Итак, просто подумайте, что произойдет в сфере карьеры, если вы все время будете жить вот с этим чувством. В сфере карьеры какие события раскроются? Итак, внимательно обдумывайте эту сферу своей жизни. В сфере богатства или взаимодействия с энергией денег, что произойдет в этой сфере, если вы все время будете жить с этим чувством? Как, иначе говоря, вы будете взаимодействовать с деньгами? С каким чувством, с каким настроением вы будете взаимодействовать с этой энергией жизни? Итак, сфера взаимоотношений. Внимательно подумайте, что будет здесь. Как вы будете вступать во взаимоотношения с другими людьми, с каким чувством, какие отношения будут возникать. Наконец, сфера отношения к самому себе, к своему внутреннему миру. Что будет здесь? Какой опыт раскроется здесь, если вы будете все время жить с этой первой медитацией? И, наконец, сфера здоровья. Что будет здесь? В сфере здоровья что случится, если вы будете жить с этим чувством? Итак, мы останавливаемся. Запомните мысленно вот все те итоги, которые вы получили в этих различных сферах своей жизни. И мы делаем 2-ю медитацию прямо сейчас. Итак, вновь верните этот опыт. Просто вообразите, что есть некое высшее начало мироздания, из которого исходит все сущее. И оно связано с вами вечными отношениями любви. И вот эта энергия любви из этого высшего божественного источника идет в вашу жизнь, и вы всегда ее чувствуете. И сейчас просто подумайте, что будет в вашей жизни, если вы все время будете жить с этим чувством. Итак,
сфера карьеры. Что будет здесь? Какие события проявятся на этом плане? Все время сохраняйте это исходное чувство, ощущение связи с Высшим. Сфера денег, взаимодействие с ними. Что будет в этой сфере? Какие события раскроют себя на этом плане вашей жизни? Сфера взаимоотношений с другими людьми. Что будет здесь? С каким чувством вы будете строить эти отношения и как они будут складываться в самом общем случае? Сфера отношения к своему внутреннему миру. Как вы будете воспринимать себя, если будете постоянно жить с этой медитацией любви? И, наконец, сфера здоровья. Что произойдет на этом плане? Подумайте, представьте, вообразите. Итак, пожалуйста, возвращайтесь. Я хочу напомнить, что очень важно делать упражнения. Если по каким-то причинам вы опять наблюдали процесс, не участвуя в нем реально, то, конечно же, вам нужно опять вернуться назад. Перемотайте этот диск и погрузитесь в это упражнение. Оно чрезвычайно важное в нашем тренинге. Получите непосредственный опыт. И давайте сделаем некоторый анализ. Я хочу особенно подчеркнуть вот этот момент. Зачем мы делаем вот этот проговор? У нас идет тренинг, и вы уже могли заметить, что когда вы слышите других людей, которые говорят о своем опыте, то что происходит с вами? Ваш опыт расширяется и уточняется, какие-то нюансы дополнительные раскрываются, осмысление дополнительно идет и так далее. В этом тренинге мы работаем с опытом, а не с информацией. И на самом деле здесь главное действующее лицо не ведущий, а вы. Те, кто получает опыт и рассказывает о нем, делясь этим опытом с другими людьми. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, расскажите, какие сценарии, какое развитие событий вы получили в первом случае в этих различных сферах, и какое развитие событий было во втором случае? Вот вы знаете, я увидела себя вообще одну во всех сферах. И даже взаимоотношения с людьми, я представила себя, что я одна. С людьми я не общаюсь. Так, очень важный момент, очень короткий комментарий к нему. Буквально ваш опыт означает, что если вы живете с этой медитацией, вы разрываете контакт с энергиями Вселенной. Потому что богатство — это конкретная энергия Вселенной. Здоровье — это конкретная энергия Вселенной. Мир взаимоотношений — это конкретные энергии, которые идут от других личностей в вашу жизнь. Итак, вы буквально обнаруживаете свою оторванность от всего этого. Да. Во втором случае? Во втором случае я жила. Как бы надо мной какой-то свет идет на меня направленный. Чуть больше конкретики. Карьера, что здесь? Конкретики нет. Ну а как это придет в вашу жизнь? Хотя нормально, но нужно продолжать. Итак, какие события в плане карьеры могут случиться? Предположите, имейте эту смелость просто задуматься над этим. Итак, очень важный момент. Некоторые из вас могли столкнуться с этой трудностью, что очень трудно идти до конкретики. Это означает, что внутренне есть страх жизни и есть убежденность в этой первой концепции.
Пожалуйста, раскрывайте просто это внутреннее творчество. Это просто предположение. Что будет со мной, если я живу вот с этой медитацией? Ну а если бы вы предположили сейчас? Это очень интересно. То что бы... Не, продолжайте. То в плане карьеры что было бы? Я увидела себя... Тут мои желания, они у моих ног. Вот то, что задумано, то исполнено. Итак, вы замечаете эту свободу исполнения своих желаний? В плане денег что? Достаточно денег для того, чтобы осуществить все мои желания и чтобы я была счастлива. Итак, обратите внимание, не то, что нужно, знаете, вот быть жадной и собирать денег намного больше, чем нужно, на всякий случай, чтобы пригодилось завтра. Нет, возникает чувство, что приходит столько, сколько мне нужно. Какая интересная ситуация, заметьте. Да, еще что? У нас сфера взаимоотношений, что здесь? Я увидела себя с любимым человеком, и вот мы улыбаемся друг другу, и как мы понимаем друг друга без слов. Вот это вот. Итак, взаимопонимание, вот эта гармония в отношениях. Да. Взаимоотношения с людьми, они мне улыбаются. Вот все знают меня, не знают. Вот я прохожу как бы мимо людей, общаюсь, и улыбки и доброта от меня и от людей тоже. Ну и здоровье еще осталось. Я увидела себя, что я такое спортивное у меня тело, атлетическое, можно так сказать, и поход в горы. Хорошо, спасибо. Поблагодарите этого человека за то, что он делился с нами этим опытом своим. Да, кто еще? Пожалуйста. В первой медитации первое мое ощущение было, когда я поняла, что я одна, полнейшая пустота, темнота, никого, ничего нет. Я просто легла, и одна мысль — я умру. И когда вот предлагалось дальше представить там бизнес и так далее, я вот серьезно, я честно пыталась как-то въехать в бизнес, как-то куда-то въехать, но я просто лежу, и одна мысль — я умру. Ничего другого нет, в принципе, и быть не может. Я просто лягу и умру, вот если я одна. А во втором случае, когда сказали, что я уже не одна, все, это полнейшее ощущение счастья, любви, радости. В плане карьеры почему-то я поняла, что моя карьера будет заключаться в том, что вырастет карьера моего мужа. Вся моя энергия, вся моя любовь в карьеру ушла туда, и он, неимоверно возрос. Смотрите, разумная женщина. Зачем самой все это делать? В плане деньги приходят действительно ровно столько, сколько нужно, и при этом без малейшего сожаления я могу их жертвовать. То есть тратить с этим чистым чувством, не боясь, что будет меньше. Да. В плане отношений бывают такие ситуации, ты идешь по городу, там какое-то плохое настроение, ты готов кого-нибудь убить, а тут, даже если у тебя, бывает плохое настроение, ты идешь и улыбаешься. Тебе не хочется никого там нагрубить, никому сказать плохого слова, ты просто идешь и улыбаешься. Спасибо. Но мы сейчас с мечтами работаем. Да, поаплодируйте, пожалуйста. Благодарите. Первые две медитации, эти, представления, это, можно сказать, даже моя жизнь, так скажем, я увидел. Честное признание, на самом деле. Это первая медитация, это я жил этой жизнью. Говорю сразу, где-то примерно до 2000 года. Это вот у меня было чувство неуверенности, одиночества. Хотя меня люди окружали вокруг, я, так скажем, не одинок, но внутри-то я был одинок и не уверен в себе. Карьера моя рухнула, так скажем, или не рухнула, закончилась. Вот. Деньгами тоже плохо было. Вот отношения между людьми выстраивались такие вот, как скажем, ссоры, так вот скажем, непонимание вот такое. А вот сейчас как бы у меня как потихоньку начинает я живу, можно сказать, уже это второй медитация понемногу. Вот жизнь у меня, я увидел, что я не одинок, все начинает улучшаться. Вот. Потом работа у меня хоть сейчас простая, но я ее просто не любил, а сейчас я понял, что она простая, но она нужна. Вот, и кто-то должен на ней работать, ее сделать. Она моя, насколько я воспринимаю. Да. Деньги потихоньку, они появляются, по крайней мере, чувства достаточно. Есть, во-первых, не так, что не хватало, а есть они. И уверены, что они дальше будут появляться.
Вот. Потом отношения между людьми выстраиваются хорошие уже, начинаются. Конечно, хвост тянется от той первой медитации, это срывается иногда. Значит, хорошие отношения, то есть конкретнее. Ну, понимают, начинают понемногу не только людей, но и как вот я к ним отношусь. Вот, взаимоотношения начинают складываться хорошие. То есть это обмен. Не просто какое-то движение в одну сторону, когда кто-то кем-то манипулирует. Это взаимопонимание, обмен. Да, хорошо, спасибо. Поблагодарите, пожалуйста. Ага, ну вот, если можно, назад передайте, да. Ощущения возникли такие. Значит, первое впечатление было ощущение какой-то растерянности и пустоты. Бесцельности, я бы так сказал. А второе, затем дальше было ощущение, когда стал карьеру моделировать, ощущение какой-то агрессии по отношению к обществу. И вот эти ощущения как бы привели к таким примерно прогнозам, что карьера, может быть, хуже бы и не стала, но взаимоотношения с людьми явно стали бы гораздо холоднее как-то и не такими наполненными, скажем так. В отношении финансов, скорее всего, ситуация бы развивалась гораздо хуже, потому что ощущение вот этой бесцельности существования, оно бы не дало возможности ярко себя выразить, скажем так. В отношении здоровья то же самое, то есть какое-то чувство такое, как будто на берег выбросило вот меня, и, ну как рыбу, допустим, выбрасывает на берег, и рыба просто там вот задыхается, умирает. Вот такое как бы постепенное какое-то чувство такого умирания медленного остается. И поэтому как бы очень нехорошие остались вот ощущения. Когда стал медитировать на связь вот с Высшим, таким началом, совершенно другие. Первое такое яркое ощущение – это то, что нахожусь в потоке. То есть в каком-то вот внутри, как бы, вот как вот, если рыба идет, скажем, вот внутри реки. Вот. И после этого совершенно другие ощущения, то есть в отношении карьеры какое-то такое появилось ощущение легкости, то есть появилась внутренняя какая-то уверенность того, что я могу совершенно легко отказаться от чего-то и наоборот настоять на том, что мне дорого. Вот. В отношении финансов там здесь ситуация вообще развивалась совершенно спокойно, появилось ощущение такое, что деньги и взаимоотношения как бы с людьми, они будут просто-напросто каким-то таким рабочим инструментом для того, чтобы я смог самореализоваться и вот в этом потоке достичь той цели, которую мне хочется достичь. Вот. И состояние здоровья – это ощущение именно такой бодрости, энергии и силы, что мне хватит вот этой энергии для того, чтобы достичь поставленных каких-то целей. Окей, спасибо. Вот этот выбор, еще и еще раз, вот этот выбор мы делаем внутри себя. Вот какую медитацию мы создаем на глубинных пластах своей личности, вот такая реальность в нашу жизнь и приходит. Это самый принципиальный момент. Давайте поставим здесь некий жирный восклицательный знак. Сейчас мы сделаем еще одно упражнение. Оно было бы очень важно, чтобы завершить весь этот опыт работы с этим материалом. Я хочу вас попросить, каждого, представить какую-то трудную жизненную ситуацию, которая у вас реально сейчас есть. Любая сложная жизненная ситуация, которая у вас реально сейчас есть в вашем жизненном опыте. Любая. Что-то возьмите, у вас несколько секунд еще есть, и мы уже начинаем. Любая какая-то сложная жизненная ситуация, любая личностная трудность, все что угодно. Так, теперь просто настройтесь на внутреннюю работу. Пожалуйста, вновь мы возвращаемся к этой нашей исходной и главной медитации. Представьте, что есть высшее начало мироздания, из которого идет энергия любви в вашу жизнь. Буквально в своем воображении почувствуйте эту энергию, эту заботу о себе. И вот с этим чувством, с этим ощущением этой связи
войдите в эту проблемную ситуацию. Итак, войдите в эту проблемную ситуацию и все время сохраняйте это чувство связи с Высшим. Ощущайте эту поддержку в энергии любви. И просто думайте, как эта ситуация будет разворачиваться в этом случае. Как вы будете действовать, как будете ее воспринимать. Просто думайте об этом. Вновь и вновь возвращайтесь к этому исходному чувству, ощущению этой связи. Как эта ситуация будет разворачиваться, если в ней вы будете все время находиться с этим внутренним чувством. Так мы останавливаемся. Расскажите свой опыт, который вы получили, вот находясь в этой ситуации с этим чувством. Пожалуйста, Оля, если можно. Как эта ситуация разворачивалась, что происходило? Немного расскажите свой опыт. Я в состоянии единства с этой высшей силой вошла в ситуацию, которую я представила, и для меня, как открытие было, что вот сколько я смогу через себя в этот материальный мир принести этой любви, которая льется через меня, столько я и получу вот того, что я хочу. А как изменилась проблемная ситуация? В чем? То есть ситуация меняется в зависимости от того, насколько я провожу эту божественную любовь в конкретные дела, слова, и она вот разворачивается такой же любовью мне навстречу. То есть вы буквально сейчас заметили в своем внутреннем опыте, насколько вы связаны с этим высшим началом, вот эту энергию воспринимаете. Да. Ровно настолько эта ситуация, она и будет разворачиваться позитивно. Да, и в общем-то это приложимо к любой ситуации. И вы поняли, что это некий универсальный опыт. Да. Спасибо, пожалуйста, поаплодируйте. Еще, пожалуйста. Может быть, кто-то там, сзади? У меня сложилась ситуация, когда я где-то вопрос не разрешила с человеком, и как снежный ком она росла. И разрешить нет никакого, не то чтобы возможности, никак не решить, не получать это сделать. Если мы берем ситуацию, что я чувствую эту поддержку, вселенскую любовь, все, то медитация, эта проблема очень легко разрешилась на самом деле. Вообще, просто очень легко и стало. То есть, итак, вы имели дело с некой неразрешимой ситуацией в вашей жизни. И сколько лет она была, или сколько времени? Она где-то 4 месяца. 4 месяца как минимум. И вдруг сейчас неожиданно, вот просто войдя в нее с этим другим сознанием, вы замечаете, как она просто распаковывается. Да, вот она раз и раскрылась. Хорошо, спасибо, поаплодируйте этому опыту. Еще нам нужна мужская энергия. Пожалуйста, может быть, кто-то мог бы подключиться. Сложилась некоторая жизненная ситуация. Вот я ее решаю раз, второй, третий, четвертый, я упираюсь в стену, у меня ничего не получается. И в одночасье я как-то поняла, что я эту ситуацию не принимаю. У меня идет какое-то противодействие. И я когда наконец поняла, что я решаю ее неправильно, что я должна эту ситуацию принять такой, какая она есть, и как бы поблагодарить за то, что она у меня произошла. И когда у меня пришло такое понимание, что я ее приняла, то я поняла, что я держала пусть небольшую, но победу над собой. И эта ситуация стала у меня разрешаться, так или иначе. Окей, спасибо. Поаплодируйте тоже. Еще, может быть, последний. Какой-то пример. Давайте.
ситуация конкретная, которая возникает не очень благополучная в жизни. И когда ты думаешь, цепляешься за нее постоянно, об этом думаешь, и ничего не происходит, ты действительно натыкаешься на какую-то стену, ты не можешь ничего решить. Но в какой-то момент, когда вот происходит вторая медитация, ты понимаешь, что в данный конкретный момент времени ты не можешь решить эту ситуацию, ты не можешь ее разрулить, как выразить так ее попроще. И просто ее нужно принять, что сейчас не тот момент, когда ты можешь ее решить. Ты просто ее принимаешь и отпускаешь ее на время, и делаешь те действия, которые в дальнейшем тебе помогут. Ты успокаиваешься, принимаешь ее и делаешь то, что уже спокойно делаешь так, чтобы сделать эту ситуацию уже нужной для себя и для того человека. Окей, спасибо. Итак, это опыт буквально умения ждать, когда мы понимаем, что иногда нужно выждать, а не просто лихорадочно пытаться изменить то, что сейчас не может быть изменено в принципе. А вы сделали это упражнение? Итак, ваше домашнее задание. Проживите только целый день с этой медитацией, связи. Вот то, что вы делали сейчас. Просто настраивайтесь на это с утра. Вот, просто настрой. Да, потратьте какое-то время с утра на эту медитацию. И потом в течение дня все время возвращайте свое сознание вот к этому восприятию. Вам, может быть, сложно будет это делать, потому что есть какие-то стереотипы, как мы привыкли думать, как мы привыкли понимать жизнь и свои взаимоотношения с ней. Поэтому я говорю, домашнее задание – это акцент для разума. Все время возвращайте свой разум вот к этому заданию, вот к этому чувству, что вы живете с ним. Мы начнем следующую нашу встречу с этого анализа, что изменилось в вашей жизни. Я хочу вам сказать, что некоторые из вас принесут в этот зал удивительные изменения, которые произойдут просто за эти 2 дня. Но это ровно будет зависеть настолько от вас, насколько вы будете делать вот эту работу. Итак, домашнее задание. Понятно, да, какое? Прожить 2 дня вот с этой медитацией любви. Я хочу в конце задать вам вопрос, и это был бы очень важный вопрос для нашей сегодняшней работы. Я хочу вас спросить, в чем вы, как личность, изменились сегодня? Я поняла, насколько нужно очень радостно, трепетно и очень легко доверять жизни. Действительно, меня судьба привела в этот зал. Я вообще из другого города. И я поняла, что действительно то, о чем мы говорили, это все в том контексте, над которым я сейчас очень серьезно работаю, это доверие жизни. Все случается так, как должно случаться. И благодаря этой высшей истине все это складывается. Спасибо большое. Я полюбила себя после сегодняшнего сеанса. Просто полюбила. Я еще раз поняла, что я на правильном пути. Благодаря вот этой последней медитации я поняла, что если все время находиться в контакте с этой вселенской любовью, даже если вдруг по какой-то причине получается конфликт вокруг тебя, и ты входишь в этот конфликт с любовью, не возникает с твоей стороны агрессии, во-первых, и во-вторых, вот этой своей любовью ты можешь донести до каждого того, кто так или иначе задействуется в этой ссоре, что агрессии не нужно, нужна любовь. И конфликт уходит раз и навсегда. Возникло желание по итогам этой встречи выполнить домашнее задание и посмотреть, что из этого получится. Сегодня вот с вами я действительно поняла, что одному в этом мире быть нельзя. Это в полный крах. Всего. Спасибо. Хорошо, спасибо. Мы останавливаемся сегодня. Пожалуйста, поаплодируйте друг другу за ту работу, которую вы вели сегодня в этом зале.